Юный бесполезный мальчик-сирота по имени Сетсу был призван в другой мир вместе со случайным мальчиком по имени Тома. Люди вокруг говорили, что призыв сработал и что боги послали героев спасти место под названием Дестиния. Король, Всевеликий и Сириус сказали им, что теперь они спасители этой нации. Сетсу, нахмурив брови, не купился на это. Он сказал всем прекратить заниматься ерундой. Он сказал, что никогда не соглашался быть каким-то героем. Их просто бросили здесь, и они понятия не имели, что происходит. Он подумал, что несправедливо, когда люди сваливают на них свои проблемы. Король, заинтересовавшись, спросил, как его зовут, и Сетсу подчинился. Но несмотря на то, что Сетсу отреагировал подобным образом в первом классе, вскоре он с головой ушел в тренировки. Тома, озадаченный, спросил его, как он может оставаться таким спокойным в мире, который сошел с ума. Сетсу объяснил, что это место полно монстров, демонов и других страшных существ, и им нужно стать сильнее, чтобы защитить себя. Тома с широко раскрытыми от страха глазами сказал, что он не может так думать. Он признался, что боялся оказаться втянутым в чужую войну. Сетсу отмахнулся от этого, сказав, что жалобы не изменят их положение. В конце концов, они уже были здесь. Тома утверждал, что с их стороны несправедливо рисковать своими жизнями в чужой борьбе. Сетсу признал это, но сказал, что это не значит, что они должны сидеть сложа руки. Он предложил им сделать все возможное, чтобы выжить, поскольку они находятся в одной лодке. Он добавил, что уверен, что все будет хорошо, пока они живы. Позже Сетсу заявил, что они должны прекратить эту войну. Тома, с другой стороны, считал, что это невозможно. Он верил, что они никак не смогут остановить войну, которая уже началась. Тома чувствовал, что он не так силен, как Сетсу. Сетсу с решимостью в глазах настаивал на том, что они ничего не узнают, пока не попробуют. Он напомнил Томе, что с тех пор, как они появились в этом мире, у них были только друг с другом. Они были как родные братья, сказал он. Сетсу пообещал защищать Тому, и вместе они дали торжественную клятву положить конец войне. Время шло, и Сетсу собрался покинуть замок. Он знал, что стал достаточно сильным, но он также знал, что ему нужно самому исследовать мир, чтобы остановить войну. Тома, хотя все еще боялся, пообещал усердно тренироваться и стать достаточно сильным, чтобы поддержать Сетсу в их миссии. Они пообещали воссоединиться как настоящие герои, как только достигнут своих целей. Затем Сетсу объединил свои силы со своими товарищами Элкой, Глинном и Тией и отправился в путешествие. Прошли годы, и Тома заслужил титул рыцаря за свои тяжкие подвиги в бою. Он почувствовал сильное желание сразиться с большим количеством врагов, чтобы осуществить свои мечты. Затем прибыл гонец и принес удивительные новости. Во имя мира было объявлено перемирие. Все боевые действия прекратились. Вскоре группа лидеров должна была проехать через этот район, чтобы подписать соглашение. Томас сказал, что их следующей миссией будет обеспечение безопасности каждого. Оглядывая собравшихся лидеров, он заметил нечто удивительное. Там среди делегации был и Сетсу. Сетсу также заметил Тома. И Тома не мог не задаться вопросом, почему Сетсу оказался здесь. После этого лидеры подписали мирный договор, и Глоян открыл памятник в честь этого вновь обретенного мира. Он надеялся, что это будет длиться вечно. Все праздновали окончание войны, и Тома подошел поболтать с Сетсу. Тома сказал Сетсу, какой он замечательный, что положил конец войне. Сетсу, скромный как всегда, сказал, что он просто ходил по разным местам и делал свое дело. Он не думал, что в этом есть что-то особенное. Тома, однако, считал, что он никогда не смог бы сделать ничего подобного. Сетсу, будучи добрым человеком, упомянул, что Тома теперь стал важной персоной. Тома пытался объяснить, что это был единственный способ сдержать свое обещание. Но прежде чем он успел это сделать, Элька и остальные прервали его. Они пригласили Сетсу присоединиться к празднованию, и Сетсу ушел, чтобы пойти на вечеринку. Но Тома хотел сказать что-то важное, поэтому он остановил Сетсу. Он рассказал Сетсу о том, как побывал в разных местах этого мира. И в храме ему сказали, что его желание может быть исполнено. Затем Тома спросил Сетсу, не хочет ли он вернуться с ним в их старый мир. Он сказал, что нашел способ. Но Сетсу удивил его, сказав, что не хочет возвращаться. Он хотел остаться в этом мире. Когда война закончилась, он почувствовал, что наконец-то может начать свое счастливое приключение в этом новом месте. Тома это по-настоящему разозлило, и он не мог понять, почему Сетсу сказал что-то подобное. Затем голос из ожерелья Джема спросил Тому, чувствует ли он отчаяние, и это навело Тома на мысль, что Сетсу не сможет оставить его снова. Тома почувствовал, что теперь он все понял, и решил, что уничтожит все, что встанет у них на пути. Он заявил, что уничтожит людей, демонов и зверолюдей, всех до единого, чтобы Сетсу мог вернуться к тому, каким он был раньше. Тома считал, что Сетсу должен обращать внимание только на него, поэтому он напал на Сетсу. Сетсу защищался, и они начали драться, обмениваясь ударами руками и ногами. Тома сказал, что он даже убьет любого, кто попытается соблазнить Сетсу уйти. Он верил, что миру нужны только они двое. Затем, во время одного большого столкновения их атак, произошел мощный выброс энергии, и оба Тома и Сетсу исчезли. После этого момента Сетсу вернулся в свой родной мир под другим именем, но мы все равно будем называть его Сетсу. Он вырос со своей подругой детства Ююхи, но Сетсу сказал ей прекратить общаться с ним,
потому что это может вызвать некоторые неприятные слухи. Сетсу не мог не задаться вопросом, как обстоят дела в другом мире. А потом, словно из ниоткуда, в их классе появился круг призыва. Сетсу пришел в восторг, увидев это, и в мгновение ока они все телепортировались в другой мир. Все в классе были сбиты с толку происходящим, и не успели они опомниться, как на них напали какие-то страшные демоны. Ученики пытались убежать, а Ююги изо всех сил старалась защитить Сетсу. Но потом произошло нечто странное. Сетсу отправил одного из демонов в полет, но никто не видел, как он это сделал. После этого он схватил Ююхи, и они бросились прочь из этого хаоса. Тем временем прибыли несколько солдат, чтобы сразиться с демонами. Сетсу не мог понять, почему идет война, он думал, что эти войны давно должны были закончиться. Затем у него возникло жуткое ощущение от одного из демонов, и он подумал, что это может быть проклятием. Появилась леди-рыцарь и сказала ученикам отступить, так как это было небезопасно. Она и рыцарь-мужчина вместе с другими рыцарями сразились с демонами, и ученики подумали, что они действительно сильны. Так вот, они все бежали с поля боя, пытаясь разобраться в этом странном новом мире, в котором оказались. Ученикам удалось благополучно добраться до дворца. Король поблагодарил их за то, что они пришли, когда их королевство Дестиния было в беде. Он объяснил, что демоны, подобные тем, что были на войне 5 лет назад, снова вторглись. Король верил, что судьба привела этих героев к ним на помощь. Вмешалась принцесса, признавая, что они должно быть сбиты с толку. Она объяснила, что герой прибыл в их мир 5 лет назад из-за разницы во времени между двумя мирами, и этот герой положил конец войне, которая разрывала их мир на части. Сетсу подумал о том, что с тех пор прошло 5 лет. Принцесса знала, что этот мир может показаться им странным, но попросила их о помощи. Ученики, чувствуя неуверенность в своих боевых способностях, не хотели, чтобы их выгоняли из замка и предоставляли самим заботиться о себе. Так что они согласились помочь. Принцесса заверила их, что для них приготовлены комнаты, и велела отдохнуть весь день. Позже Сетсу столкнулся с Ююхи в коридоре. Он утешил ее и пообещал защитить от любой опасности, которая может встретиться на их пути. Студенты мужского пола практиковались в владении мечом, в то время как студентки женского пола были заняты магией. Сетсу заметил, что Ююхи была довольно талантлива, когда дело касалось магии. Когда Сетсу попытался вернуться к своей обычной жизни, он столкнулся по пути с женщиной-рыцарем Элькой. Элька подумала, что Сетсу расслабился, и предупредила его, что этот мир опаснее, чем он думал. Она предложила ему вернуться к тренировкам, если он не хочет, чтобы она его заставляла. Сетсу, чувствуя себя немного дерзким, сказал, что хотел бы посмотреть, как она попробует. Элька замахнулась на Сетсу своим тренировочным мечом, но он изящно увернулся и игриво хлопнул Эльку по плечу. Это прикосновение напомнило ей о предыдущем герое, и Сетсу спросил, помнит ли она его сейчас. Элька немедленно распростерлась ниц и стала относиться к Сетсу как к своему хозяину. Она сказала, что прошло так много времени и что она ждала его возвращения. Затем, неожиданным образом, Элька превратилась в стул, и Сетсу небрежно уселся на нее, думая, что странное поведение Эльки только усилилось с тех пор, как они виделись в последний раз. Как раз в этот момент появился Глин и поинтересовался, что делает Элька. Она сказала ему, что Сетсу вернулась, и Глин поверил ей, видя ее состояние. Они все отправились навестить Тию, которая поняла, что Сетсу вернулся, когда почувствовала его магическую силу. Сетсу подтвердил, что он вернулся, как и обещал. Остальные тепло приветствовали его. Сетсу расспрашивал о войне, и у Эльки тоже были к нему вопросы. Они решили пойти поговорить в другое место и направились к стенам дворца. Там Элька спросила Сетсу, как он вернулся в их мир. Слепой заметил, что Сетсу выглядит по-другому. Сетсу объяснил, что он не знал точно, что произошло во время его битвы с Томой. Но он точно знал, что переродился в другом мире, сохранив свои воспоминания в магической силе. Значит, его снова призвали в этот мир. Слепой говорил мудро, утверждая, что воля Божья была тайной для обычных людей, подобных им. Сетсу хотел знать, что случилось с Томой после войны, так как подозревал, что Тома может быть вовлечен в этот новый конфликт. Тия задавалась вопросом, не управляют ли демоны проклятием, и Сетсу подтвердил, что они верят, что Тома стоит за всем этим. Элька объяснила, что они искали Тому точно так же, как и Сетсу, но ничего не нашли. Тия предположила, что если Сетсу жив, то и Тома, возможно, тоже. Затем прибыл солдат и сказал, что король хочет видеть Глина в тронном зале. Глин направился туда, и Сетсу подумал, что быть важным человеком нелегко. Элкер заметил, что это должна была быть работа Сетсу, но он сказал, что никогда бы не согласился на такую скучную работу. У него были планы путешествовать по миру после войны. Затем Сетсу посмотрел на мирный пейзаж со стены и задумался о своей любви к нему. Тия напомнила всем, что они должны усердно трудиться, чтобы защитить это место. Сетсу не мог не задаться вопросом, о чем думал Тома. Когда наступила ночь, Сетсу и его друзья собрались у стен замка. Глин сказал, что ему удалось выиграть для них немного времени, убедив остальных, что героям нужно больше тренироваться, но казалось, что война неизбежна. Сетсу заявил, что он выйдет и попытается остановить войну, особенно если за этим стоит Тома. Элька настояла на том, чтобы они были его личной охраной, а Глин сказал, что было бы здорово снова сражаться бок о бок с Сетсу. Однако
Однако Сетсу сказал, что на этот раз ему придется идти одному, чтобы убедиться, что в их доме достаточно защитников. Они пытались отказаться, но Сетсу напомнил им, что они должны прислушаться, поскольку являются его личной охраной. Они поняли, что не могут отказать в этой просьбе. Сетсу знал, что ему нужно делать дальше. На следующий день Сетсу и его друзья воспользовались заклинанием невидимости, чтобы проникнуть в замок и украсть меч Сетсу. Это было похоже на старые времена, когда мы ползали по подземельям. Элька усмирила охранника, и они пробрались в кладовую. Сетсу забрал свой меч Карумару, но их действия не остались незамеченными. Стражники нашли того, кто был без сознания, и дворец был закрыт. Глеон сказал, что задержит их, а Тия предложила свою помощь. Сетсу покинул дворец вместе с Элькой, которая сказала ему, что будет ждать его возвращения. Он нашел Сетсу возле дворца и спросил его, куда он направляется. Сетсу сказал ей, что это уже второй раз, когда его вызывают в этот мир, и он собирается встретиться со старым другом, чтобы остановить войну. Он хотел пойти с ним, но Сетсу беспокоился, что это будет слишком опасно для нее. Он объяснил, что пойдет один, потому что не хотел подвергать ее риску. И он понял. Она попросила его на минутку закрыть глаза. С помощью небольшой магии ветра и огня он быстро подстриг Сетсу. Она пообещала стать сильнее, чтобы защитить его в этом мире. Они попрощались, и Сетсу отправился в свое новое путешествие. Во время своего путешествия Сетсу встретил девочку по имени Рори, которая оказалась в затруднительном положении, подвергшись нападению монстра. Рори попытался поговорить с монстром, сказав, что она не будет вкусной, даже если он ее съест. Она даже предложила ему немного денег, но монстр все равно пытался напасть на нее. Но Сетсу, будучи настоящим героем, быстро справился с монстром и легко победил его. Там он хотел вознаградить его деньгами, но Сетсу отказался, сказав, что просто проходил мимо. Затем Рори упомянула, что ее покойный дедушка сказал ей, что бесплатного обеда не бывает, поэтому она должна все оплачивать деньгами. Сетсу была невысокого мнения о своем дедушке и напомнила Рори героя пятилетней давности, который раньше вел бизнес с ее дедушкой. Он также указал на то, что для нее было опасно перевозить товары без охраны. Рори, однако, спросил, не будет ли Сетсу ее охранять, пока она не доставит посылку. Сетсу согласился сопровождать ее до ближайшего портового города. Пока они ехали, Сетсу не смог сдержать любопытство и спросил Рори, что она везет. Но она настояла на том, чтобы сохранить это в секрете, назвав это драгоценностью. Прибыв в портовый город Мар, Рори попытался нанять корабль, чтобы отправиться на демонический континент. Но капитаны всех кораблей отказывались из-за продолжающейся войны. Казалось, что на какое-то время все рейсы были отменены. Затем появилась группа коррумпированных охранников и потребовала у Рори документы, удостоверяющие личность продавца. Она показала им свое удостоверение личности, но когда они попросили показать кожаную сумку, которую она несла, она отказалась. Они пригрозили конфисковать сумку, но Сетсу вмешался и спросил, есть ли у них разрешение на досмотр посылок. Охранники попытались запугать его, обнажив мечи, но отступили, когда собралась толпа, чтобы посмотреть, что происходит. Во время обеденного перерыва Сетсу спросила Рори, что она планирует делать, поскольку не может найти корабль, который доставил бы ее туда, куда ей нужно. Рори ответила, что собирается купить корабль. Сетсу заметила, что это обойдется ей в кучу денег. Сетсу упомянул, что направляется в царство демонов, и предложил взять ее с собой, но ей придется остановиться на ночь в гостинице. Рори согласился на его условия и спросил, не могли бы они разделить расходы на гостиницу. В их номере в гостинице Рори попросила Сетсу подержать ее сверток, пока она принимает ванну. Сетсу колебалась, спрашивая, уверена ли она. Рори успокоила его, сказав, что доверяет ему. Затем она показала ему брошь и объяснила, что это была последняя работа, за которую брался ее дедушка. Сетсу узнала в этой броши ту, которую он подарил повелителю демонов в своей прошлой жизни, где он рассказал, что ее дедушка был известным ювелиром. Однажды кто-то пришел, чтобы попросить починить эту брошь, которую давным-давно сделал ее дедушка. Несмотря на то, что у нее оставалось не так много времени, ее дедушка закончил ремонт. Затем он поручил Рори доставить брошь, и она пообещала доставить ее. Сетсу не мог не задаться вопросом, в безопасности ли повелитель демонов. Пока Сетсу и Рори спали, несколько охранников ворвались в гостиницу и обвинили их в шпионаже в пользу демонов. Сетсу действовал быстро, покинув комнату через окно вместе с Рори, а охранники погнались за ними. Однако путь к отступлению привел их в тупик у моря, откуда не было выхода. Охранники злорадствовали, говоря, что им некуда бежать. Но Сетсу объявил, что пора уходить, и прыгнул в воду, удивив охранников. Они думали, что с ними покончено. Но тут из воды вынырнул огромный монстр. Сетсу приземлилась на него сверху и извинилась за то, что вызвало ее так внезапно. Он пообещал все объяснить позже и попросил ее отвезти их в царство демонов. Монстр подчинился и уплыл, оставив охранников в недоумении, как сообщить об этом. Где он узнал в монстре Левиафана, бога моря, и
и поинтересовался, кого она наняла в качестве охранника. В поле зрения появилось царство демонов, и они направились к нему. Сетсу с волнением наблюдал, как Левиафан сражался с гигантским кальмаром. Однако Левиафан попросил его о помощи во время боя. Позже Сетсу познакомил Рори с Левиафаном. Левиафан сказала Рори, что ей повезло с ней познакомиться. Затем она повернулась к Сетсу и спросила, почему он не помог ей во время битвы с кальмарами. Сетсу объяснил, что, по его мнению, она могла бы справиться с этим самостоятельно. Это разозлило Левиафану, и она отругала Сетсу за то, что он позвонил ей спустя 5 лет только для того, чтобы заставить ее перевести его в демоническое королевство, где он прервал их спор и спросил, что они собираются делать с кальмаром. Левиафан предложил, чтобы с этим разобрался Сетсу, поэтому он решил приготовить из него несколько колец кальмара. И Рори, и Левиафану понравились кольца кальмара. Левиафан упомянул, что неподалеку находится рыбацкая деревня демонов, а на другой стороне горы находится замок короля демонов. Она объяснила, что посылка от Рори должна была попасть в замок, и у нее также были кое-какие дела с ее получателем. Рори спросил, знают ли они этого бедолагу Селина, и Левиафан сказал, что бедолага – это повелитель демонов. Ори был удивлен этим открытием. Левиафан добавил, что дальше им придется идти пешком. Таким образом, ее роль в путешествии была выполнена, и она возвращалась к морю. Сетсу спросил Левиафана, не собирается ли она отправиться с ними, и она объяснила, что сдержала свое обещание поддерживать мир на морях. Но теперь, 5 лет спустя, Сетсу вернулся и обращался с ней как с лодкой. Сетсу пытался объяснить, что за это время многое произошло. Тем временем в деревне у людей возникли проблемы с рыбалкой из-за появления кальмара-монстра. Они упомянули, что торговцы перестали приезжать туда из-за войны, и они беспокоились, что у них скоро закончится еда. Они чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как сражаться с кальмарами. Сетсу приехал в деревню и спросил, может ли он посадить там своего кальмара. Жители деревни были удивлены, увидев, что монстр-кальмар уже побежден. Сцена переместилась на деревенскую вечеринку. Тем временем Брэд, глава личной охраны повелителя демонов, прошел через деревню. Увидев все огни в деревне, он подумал, что там может быть пожар. Он решил, что люди могли вторгнуться в деревню, и был полон решимости защитить ее любой ценой. Почти все жители деревни потеряли сознание после выпивки, и Рури тоже была пьяна от какого-то сока. Она спросила Левиафана, откуда она знает Сетсу, и Левиафан объяснил, что 5 лет назад Сетсу пытался пересечь ее океан без разрешения, и у них произошла стычка. Потерпев поражение, Сетсу потребовала ее помощи, чтобы закончить войну. Левиафан призналась, что на самом деле она впала в неистовство, и Сетсу победил ее одним ударом. Левиафан думал, что Сетсу должна быть популярна в Юстинии, где он не мог поверить, что Сетсу был тем героем, который положил конец войне. Она поняла, что это объясняет, откуда он знал повелителя демонов и бога моря. Она задавалась вопросом, почему такой человек, как он, стал стражем, и уменьшилось ли количество несчастных случаев в океане из-за отношений Сетсу с Левиафаном. Левиафан упомянул, что Сетсу просил ее поддерживать мир в океане, где он спросил, злится ли Левиафан на Сетсу. Но Левиафан сказал, что все в порядке, потому что она смогла увидеть его снова. Он думал, что Левиафан, должно быть, действительно любит Сетсу. Это заставило Левиафан покраснеть, и она призналась, что бог моря не может быть влюблен в человека, но она ждала его возвращения. Брэд ворвался в деревню и спросил, все ли в порядке. Он заметил, что в деревне устраивают вечеринку. Затем сцена переместилась на Левиафана и Рури, сидящих на берегу моря, где Левиафан перекусывал сырой рыбой. Брэд подошел к ним и извинился за свое недавнее грубое поведение. Он был удивлен, увидев Левиафана в человеческом обличии, а также заметил Сетсу. Брэд упоминал, что ему было трудно узнать Сетсу в его новом обличии. Сетсу задавался вопросом, почему здесь оказался ближайший офицер повелителя демонов и имеет ли это какое-то отношение к войне. Брэд объяснил, что он искал Левиафана и не ожидал встретить здесь Сетсу. Он сказал, что начал видеть луч надежды и попросил их помочь спасти повелителя демонов. Брэд объяснил, что повелителя демонов принуждали к браку с человеком по имени Тарин Снейдер, который пытался подчинить ее с помощью проклятия. Сетсу думал, что пустыня может противостоять большинству проклятий, но Брэд упомянул, что Тарин принесла с собой мощное ожерелье с проклятиями. Затем Брэд рассказал Сетсу о войне, которая разразилась месяц назад, когда люди вторглись на территорию демонов. Сетсу был удивлен, услышав об этом вторжении. Брэд объяснил, что одна из прибрежных деревень подверглась нападению солдат в тяжелой броне, которые оставили после себя флаг Юстинии. Хотя им удалось отбиться от них, солдаты возвращались несколько раз, и повелитель демонов посылал эмиссара к народу людей, но эмиссар не вернулся. Воспользовавшись нежеланием повелителя демонов вступать в войну, землянин Снейдер предложил провести мирные переговоры. Сетсу задавался вопросом, сможет ли этот парень, землянин Снейдер, действительно остановить войну. Брэд заверил его, что землянин Снейдер обладает другой властью в мире по сравнению с Сетсу, и он вмешался, объяснив, что землянин Снейдер был самым богатым торговцем в мире и главой торговой компании Земли. Она упомянула, что большинство торговых судов в море принадлежало ему. Брэд добавил, что земляне крепко держат в своих руках все мировые деньги и
и как люди, так и демоны нуждаются в поддержке торговцев для ведения войны на другом континенте. Сетсу было трудно поверить, что повелитель демонов был готов стать пешкой, чтобы остановить войну. Левиафан напомнила ему, что она обещала поддерживать мир. Она настаивала на том, что они не могут оставить ее в покое. Затем сцена переместилась к их путешествию к замку повелителя демонов. Сетсу упоминал, что этот маршрут навевал воспоминания, поскольку в прошлом они использовали его для внезапных нападений на замок короля демонов. Они внезапно были окружены несколькими монстрами, но Левиафан заверила их, что справится с монстрами. Она повернулась к Сетсу и спросила его об их плане. Сетсу уверенно ответил, что намерен сорвать свадьбу и лично разобраться с тараном. Левиафан поинтересовался, как они смогут остановить войну без торговца, но у Сетсу была своя теория. Он верил, что война была организована кем-то, а не демонами или Дестинией. Сетсу заметил, что когда они были в Дестинии, он видел, как нападали люди в тяжелых доспехах, что не было похоже на дело рук какой-либо из сторон. Он признался, что не знал, кто был вдохновителем, но был уверен, что у Тарина есть ответы на некоторые вопросы. Действие переносится в день свадьбы повелителя демонов, когда все собираются в церкви на церемонию. Присутствующие демоны, похоже, недовольны предстоящей свадьбой. Повелительница демонов входит в церковь в подвенечном платье, и ее красота очаровывает толпу. Отец церемонии Мёистер призывает к обмену клятвами. Тарин объявляет, что он и повелитель демонов дают обет хозяина и слуги, обещая принести вечный мир во всем мире. Он призывает своих союзников присягнуть на верность своему новому повелителю демонов, стремясь защитить мир и оставить свой след в истории. Затем тиран подходит к повелителю демонов, чтобы надеть на нее проклятое ожерелье, и спрашивает, готова ли она поклясться в вечной любви. Повелитель демонов соглашается, молча жалея, что не может увидеть Сетсу в последний раз. Сетсу врывается в церковь и заявляет, что он здесь, чтобы спасти повелителя демонов. Брэд и Рори также замечают его появление и понимают, что им нужно действовать быстро. Тарин, озадаченный присутствием Сетсу, приказывает своим охранникам защитить его. Левиафан быстро расправляется с охранниками, комментируя это тем, что катастрофа не очень хорошо смотрится в белом. Человек в капюшоне использует магию теней, чтобы сдержать Левиафана, но вмешивается Сетсу, не давая человеку использовать свою магию теней дальше. Сетсу полон решимости заставить его заплатить за то, что он вызвал крик бедствия. Человек в капюшоне признает, что не ожидал появления героя Сетсу, и решает сообщить об этом своему хозяину. Он пытается напасть на Сетсу, но тот парирует атаку и сбивает его с ног. Сетсу задается вопросом, неужели это все, что есть у человека в капюшоне, и человек в капюшоне признает, что им придется уладить все позже, так как ему нужно сообщить об этом своему хозяину. С этими словами человек в капюшоне уходит. Катастрофа обнимает Сетсу, говорит, как сильно она по нему скучала, и спрашивает, куда он пропал. Сетсу отвечает, что это долгая история. Он выражает облегчение, что она в безопасности, но Левиафан напоминает им, что нападавшие все еще здесь. Сетсу осматривает нападавших и понимает, что это магические солдаты, созданные из проклятий. Наблюдая за действием проклятий, Сетсу подозревает, что за всем этим стоит Тома. Катастрофа признает, что она также подозревала Тома в причастности ко всему этому. Как повелитель демонов, она предлагает помочь Сетсу в его миссии. Сетсу, в свою очередь, просит ее разобраться с делами здесь, пока он отправляется на встречу с Регулусом, королем зверолюдей. Катастрофа считает, что было бы неплохо заручиться помощью Регулуса, но считает, что Сетсу торопит события. Сетсу подчеркивает необходимость выполнения своего обещания о мире. Левиафан задается вопросом, не собираются ли они уже уходить, чувствуя усталость после всей этой беготни. Рори и Брэд в конце концов прибывают на место происшествия. Брэд наблюдает за состоянием замка, и Рори спрашивает Сетсу, все ли прошло хорошо. Сетсу подтверждает, что так оно и было, и Рори вручает ему брошь, намекая, что именно он должен отдать ее несчастному. Сетсу дарит брошь несчастной, понимая, что это уже второй раз, когда он дарит ее ей. Он надевает брошь на нее, и Катастрофа размышляет о том, как Сетсу в очередной раз научил ее смыслу жизни. Позже Катастрофа говорит Сетсу, что она с удовольствием сопровождала бы его, но признает, что как правительница она не может сейчас покинуть свой трон. Сетсу обещает отвезти ее туда, куда она захочет, как только они установят мир. Затем Сетсу уходит с Левиафаном, а Катастрофа просит его вернуться и похлопать ей, как только все закончится. Сетсу подходит к мужчине в гавани и спрашивает, можно ли взять лодку. Мужчина с сожалением сообщает ему, что сегодня свободных лодок нет. Сетсу предлагает хорошо заплатить за срочное дело, но получает тот же ответ. Не имея других вариантов, Сетсу предлагает им прокатиться на Левиафане. Эта идея расстраивает Левиафан, который упоминает, что плавала 3 дня и 3 ночи. Сетсу приносит извинения, признавая ее своим единственным надежным вариантом. Это радует Левиафан, которая соглашается снова поплавать, если у нее будет день отдыха. Мужчина наконец-то упомянул, что завтра будет свободна лодка. Левиафан упрекает его за то, что он не заметил срочности раньше. Сетсу решает, что им следует найти гостиницу на ночь и насладиться хорошей едой. В другой части города Сира заходит в гостиницу и благодарит владельца Кира за то, что он нашел для нее лекарство. Кира, оценив тяжелый труд Сира, не возражает помочь.
Затем Кира показывает Сиро фотографию мужчины, говоря ей, что ее следующая работа – убить этого человека. Она объясняет, что если Сиро выполнит это задание, ей больше не придется работать, и она легко сможет позволить себе купить лекарства. Вскоре Сетсу заходит в гостиницу, а Сиро прячется. Он снимает комнату, и Сиро тихо уходит. Сетсу спрашивает Кира, есть ли поблизости хорошие рестораны, и она предлагает место, где подают традиционную еду зверолюдей. Сцена переходит к тому, что Сиро ужинает со своей сестрой Минка, которая почти ничего не ела. Сиро говорит Мако, что у нее на сегодня есть другая работа, и советует ей идти спать. Выяснилось, что на Мако надето проклятое ожерелье. Вернувшись в гостиницу, Кира замечает, что Сетсу и Левиафан спят. Она сообщает об этом Сиро и спрашивает, все ли еще сомневается. Сиро выражает свою решимость и спрашивает Кира, смогут ли они жить вместе как сестры, когда ей заплатят за работу. Она вспоминает, как Кира заботилась о них и предоставляла лекарства. Кира соглашается, говоря, что может относиться к ней как к сестре, даже если это немного эгоистично. Она говорит Сиро завершить работу, чтобы помочь ее сестре выздороветь, и вручает ей ключ от комнаты Сетсу. Сиро входит в их комнату и атакует Сетсу своими когтями, только чтобы понять, что это была иллюзия. Сетсу вышвыривает ее из окна и спрашивает, связана ли она с Томой. Сиро отрицает, что знаком с Томой, но настаивает на том, чтобы лишить Сетсу жизни. Сиро запустил в Сетсу огненным шаром, но тот быстро отразил его и слегка ударил ее, предупредив об опасности использования подобных атак в людном месте. Пощечина сбила Сиро с ног, и Сетсу заметила, что ее окружает проклятая энергия, которую она, должно быть, откуда-то принесла. Затем сцена сменилась на то, что Сиро просыпается в своем доме, где она снова атакует Сетсу, прежде чем осознает, где находится. Ванка объяснил, что Сетсу нашла Сиро без сознания и принесла ее домой. Сетсу попросил Сиро следовать его плану, и она поблагодарила его за помощь. Тогда Сетсу прониклась сочувствием к ситуации Сиро, понимая, что она берется за опасную работу ради своей сестры. Он рассказал, что Мако не страдала от болезни, но находилась под сильным проклятием, которое, как подозревал Левиафан, было наложено Томой. Сиро спросила, есть ли способ спасти Мако, и выразила готовность сделать все, чтобы помочь. Сетсу заверил ее, что спасет ее сестру, и приготовился использовать специальный меч по имени Глут. Сиро спросила о мече, и Сетсу назвал его своим секретным козырем. Он приказал обжоре проглотить проклятие, что вызвало некоторый дискомфорт у Майко. Хиро попытался напасть на Сетсу, но Сиро вмешался и принял удар на себя. Кира отчитала Сиро за то, что она защищала цель, которую она должна была убить, и Сетсу понял, что на данный момент он не может остановить процесс. Левиафан также вовлек Кира в битву, и Сетсу спросил ее, сможет ли она справиться с этим. Левиафан уверенно заявила, что сможет справиться с Кира, и ввязала ее в битву. Кира, осознав огромную магическую силу Левиафана, признала, что она должно быть бог моря, но указала, что она не может полностью использовать свои силы на суше. Кира создала своих клонов и окружила Левиафана, но одной мощной атакой Левиафан уничтожил всех клонов и победил. Кира сделает следующий ход. Затем она потребовала узнать о намерениях Томы и пообещала сохранить Кира жизнь, если она ответит честно. Широ спросила Кира о ее мотивах, и Кира пренебрежительно назвал ее жалкой коротышкой, неспособной выполнить простой приказ. Она рассказала, что целью Томы было стать богом и уничтожить все виды живых существ в мире, а они были его верными помощниками. Левиафан сомневался, что простой человек может стать богом, но Кира настаивал, что только Тома может достичь этого. Затем она использовала светошумовую бомбу, чтобы сбежать. Кира заметил, что Майя пришла в себя, а Сетсу узнал в проклятом ожерелье то же самое, что было у катастрофы. Он пришел к выводу, что Тома был опасным человеком, пытающимся стать богом и уничтожить мир. Поклявшись остановить его, сцена перешла к Левиафану и Сетсу, путешествующим на лодке. Левиафан посетовал на хаотичную ночь и подчеркнул необходимость встретиться с королем зверей. Сетсу выразил удивление перспективой снова сражаться бок о бок с королем зверей. Затем он заметил Сиро и Майнка, ожидавших их на носу лодки, и приказал водителю остановиться. Сиро и Майнка выразили намерение сражаться бок о бок с Сетсу, и Сиро также хотел еще раз поговорить с Кира. Сетсу предупредил их о предстоящих тяжелых боях, но они были полны решимости помочь. Сетсу пригласил их на борт, и они продолжили свой путь к Капитолию. Сетсу прибыл в Капитолий, но охранники, которые его не узнали, отказали ему во въезде. Они сослались на ситуацию военного времени как на причину не доверять человеку и попросили его уйти. Сиро и Майнка поручились за Сетсу, упомянув, что он был там будущим мастером, но охранники отнеслись к этому скептически. Сетсу подумывал перепрыгнуть через ворота, как в прошлый раз, когда заметил Раа, спускающегося с неба. Она приземлилась прямо на охранников, узнав запах Сетсу. Раа выразила беспокойство и попыталась незаметно напасть на Сетсу, но он быстро отразил ее атаку. Раа похвалила силу Сетсу, ожидая такого мастерства от своего будущего хозяина. Сетсу повторил, что он никогда не соглашался быть ее хозяином. Сиро и Майнка спросили, действительно ли она дочь короля зверей,
на что Левиафан подтвердил ее личность. Они проследовали внутрь Капитолия. Раа поделилась своими переживаниями по поводу 5-летнего отсутствия Сетсу, и Сетсу объяснил, что за это время многое произошло. Он нежно погладил Раа, чем напомнил Майнка о том, что нельзя делать этого на публике. Левиафан заметил, что за 5 лет мало что изменилось. Король Регулус поприветствовал Сетсу, который игриво швырнул короля на землю. Регулус восхищался несокрушимой силой Сетсу, напоминающей героя бок о бок, с которым он когда-то сражался. Сетсу, в свою очередь, оглядел тронный зал и отметил, что Регулус не сильно изменился. Регулус заметил, что Сетсу выглядит по-другому, но все еще имеет тот же характерный запах. Сцена переместилась на всех присутствующих в тронном зале, и Регулус предложил отпраздновать это пиршеством. Однако перед этим он предложил устроить дуэль. Сетсу счел это заманчивым, но объяснил, что у него есть неотложные дела для обсуждения. Регулус поинтересовался, имеет ли это отношение к войне, и Сетсу подтвердил, что Тома жив и планирует всех убить. Регулус, полной решимости защитить свою нацию, зоопарк Дорадо, не мог проигнорировать такую угрозу. Регулус хотел присоединиться к Сетсу на войне, но Сетсу считал, что Регулус должен остаться в качестве запасного варианта на случай обострения ситуации в Капитолии. Раа предложила пойти вместо него, и Регулус согласился, признавая ее силу. Появился мужчина, который помешал принятию решения. Он не позволил Раа сопровождать Сетсу, заявив, что, учитывая военную ситуацию, они не могут выделить рабочую силу для других наций. Этот человек представился командующим армией зоопарка Дорадо Лугой и заявил, что он жених Раа. Раа яростно отрицал это, но завсегдатаи приняли доводы Луги к сведению. Однако он выразил доверие Сетсу, вызвав разногласия среди зверолюдей. Луга подчеркнул, что Сетсу пропал 5 лет назад, и они не могли быть уверены в его лояльности. Чтобы решить этот вопрос, Регулус предложил дуэль, которую он проведет сам, а победитель будет обручен с Роа. Лува приняла вызов и назначила поединок на полдень следующего дня на арене. Затем он ушел. Позже король извинился перед Сетсу, признав, что другого способа убедить зверолюдей не было. Раа выразила свою преданность Сетсу и попросила его помочь убедить Лугу. Ночью Раа посетил Лугу и рассказал об исключительных способностях Сетсу. Луга признал, что Сетсу действительно был грозным, но объяснил, что как мужчина иногда он не мог отступить. Он раскрыл руну, данную ему восточным магом, которая могла превратить его волю в силу. Хотя он знал, что это противоречит принципам короля зверей, он был готов использовать ее для защиты Раа, даже если это означало пожертвовать своей гордостью или жизнью. Раа ушел. Чувствуя, что Луга все еще не может по-настоящему увидеть ее, вот почему она не влюбилась в него. Настал день дуэли, и толпа с энтузиазмом поддерживала Лугу. Сетсу отметил, что это превратилось в настоящий праздник, а Раа пожелал ему удачи. Регулус объяснил, что поединок будет продолжаться до тех пор, пока один из бойцов не перестанет сопротивляться и не начнет поединок. Луга бросился на Сетсу, используя свои когти для атаки, но Сетсу умело увернулся. Луга попытался нанести удар летящим когтем, но Сетсу отразил его без особых усилий. Луга был удивлен огромной разницей в их силе, и Сетсу посоветовал ему использовать всю свою мощь. Трансформируйся в свою звериную форму. Луга снова атаковал, но Сетсу без особых усилий поднял и отбросил его. Зрители не могли поверить своим глазам, и Сетсу убедил Лугу сдаться, не желая еще больше ранить его гордость зверолюдей. Отказываясь сдаваться, Луга воспользовался силой руны, которую Левиафан распознал как проклятие Томы. Он предпринял еще одну атаку на Сетсу, побудив короля отдать приказ об эвакуации зрителей. Сетсу понял, что получение такой силы от проклятия должно было вызвать стресс у Луги. Левиафан вручил Сетсу меч, и он понял, что должен найти способ успокоить Лугу. Луга бросился на Сетсу, и тот отрубил ему руку, но она тут же отросла. Раа пытался остановить Лугу и отменить поединок, но тот не смог его выслушать. Сетсу предупредил Раа, чтобы он был осторожен, потому что проклятие может распространиться и на нее. Раа чувствовала, что самое меньшее, что она может сделать для Луги, это прикончить его самой. Но у Сетсу был другой план, который не предполагал его убийства. Однако он объяснил, что будет беззащитен во время выполнения этого плана, и Луга вызвался защищать его. Когда Сетсу попытался призвать обжору, Тома внезапно появился, используя магию проекции. Тома обезглавил Лугу и выразил радость, что снова видит Сетсу после долгого перерыва. Раа спросил Тому, не обманом ли он втянул Лугу в это, но Сетсу не позволил ей приблизиться к проекции Томы. Тома попыталась напасть на Раа, но Сетсу вмешался. Тома не мог поверить, что Сетсу защищает кого-то еще, и раскрыл свой план уничтожить мир, оставив богами только его и Сетсу. Сетсу ясно дал понять, что остановит Тому, если тот причинит вред невинным людям. Тома упомянул, что Дестиния уже начала вторжение на демонический континент, и он не смог вернуться вовремя, чтобы остановить их. Он бросил вызов Сетсу, чтобы тот защитил всех, поклявшись завоевать его расположение. Проекция Тома исчезла, и сцена сменилась
женилась на Регулуса, извиняющегося перед Сетсу за то, что он одобрил дуэль. Сетсу заверил Регулуса, что это не его вина, и призвал их разобраться со своей сентиментальностью позже. Им нужно было отправиться в королевство демонов, чтобы остановить Саму. Регулус обещал организовать корабль и подготовить армию Заударада, которая вскоре последует за ними. Сетсу встретился с Раа на арене, и они согласились пока отложить свои эмоции в сторону и сосредоточиться на своей миссии. Действие переносится на 5 лет назад, после драки Тома и Сетсу. Тома сумел выжить в драке, в результате которой Сетсу вернулся в свой родной мир. Тома прятался в храме, где и нашел ожерелье. Он чувствует, что ни одно из его желаний так и не сбылось, и что он устал и одинок. На камне изображены люди Тома, подвергающиеся жестоким экспериментам, в том числе Кира и Армель. Они больше не могут выносить экспериментов и надеются когда-нибудь сбежать. Им кажется, что в этом мире для них нет места, а некоторые даже жалеют, что родились на свет. Тома потрясен, увидев таких же, как он, и решает спасти их. Он нападает на здание, где их держат, и ученые убегают, оставляя подопытных позади. Тома разрушает здание и говорит им, что они свободны. Он приглашает их присоединиться к нему в деле изменения мира к лучшему, поскольку все они были отвергнуты им. История возвращается в настоящее, и раны Томы зажили. Он спрашивает своих товарищей, готовы ли они стать богами этого мира, и они готовятся к войне с большим флотом кораблей. Корабли Юстиниана направляются к континенту демонов, и все беспокоятся о предстоящей битве. Студенты, призванные из другого мира, вместе с Глайном и другими, являются частью этой войны. Солдат объявляет, что скоро они достигнут суши, и генерал напоминает им, что эта война ведется по приказу их великого короля. Они должны показать демонам истинную силу людей. Тиа чувствует магическую силу Тома и верит, что он находится на этом континенте. Она настаивает на том, что их настоящий враг Тома, а не демоническая нация. Летающий понимает, что будет трудно убедить генерала и других в том, что за всем этим стоит Тома, поскольку они могут подумать, что они шпионы. Элька боится, что эта война может начаться без необходимости. Юхи верит, что Сетсу делает все возможное, чтобы остановить ее. Я вспоминаю обещание Сетсу прекратить войну. Она выражает свое доверие Сетсу. Элька предлагает им выиграть время до прибытия Сетсу. Тиа убеждает Юри свести к минимуму потери на войне и призывает Юхи поверить в себя. Все они клянутся вернуть мир, который у них когда-то был. Сцена меняется на то, как солдаты садятся в лодки и высаживаются на континент демонов. Как только они приземляются, начинается война, и демоны накладывают заклинания на людей. Слепой планирует обойти врага с фланга, в то время как генерал приказывает человеческим магам атаковать. Маги обстреливают оборонительную стену демона, медленно разрушая ее, несмотря на попытки демона защитить ее. В конце концов, людям удается разрушить стену. Люди начинают атаку на лагерь демонов, и Глен заходит сбоку. Тиа советует студентам из другого мира не преследовать раненых врагов, в то время как Элька объясняет их план дождаться, пока враг сосредоточится на фронте, а затем атаковать всем скопом. Ученики понимают стратегию и идут за Элькой в бой. Они не уверены, потому что это их первый раз на войне, но они понимают, что это ситуация «сделай или умри», и присоединяются к битве. Одна из девочек отстает и умоляет других не бросать ее. На нее нападает солдат-демон, но появляется Ююхи и спасает ее, используя магию огня. Девочка извиняется за то, что испугалась, и Ююхи успокаивает ее, говоря, чтобы она не переусердствовала. Когда демоны пытаются отступить из-за своей проигрышной позиции, Ююхи замечает, что некоторые одноклассники собираются убить раненого демона. Она вмешивается, заявляя, что бой окончен, так как демон больше не может двигаться. Ее одноклассница утверждает, что на войне нужно убивать или быть убитой, но Ююхи не соглашается, считая неправильным причинять вред тому, кто ранен и беззащитен. Внезапно чей-то голос говорит Юю о его благородстве, но предупреждает, что они должны сражаться, иначе столкнуться с последствиями. Появляются волшебные солдаты, и Юю узнает в них существ, которые напали на них, когда они впервые прибыли в этот мир. Элиас также появляется и начинает нападать на людей, заставляя демонов гадать, есть ли у них подкрепление. Волшебные солдаты начинают атаковать демонов. Слепой и его команда объединяют усилия, чтобы победить волшебных солдат и сделать удивительное открытие. Внутри волшебных солдат есть люди. Приезжает Меллер, и ее присутствие удивляет Лиса, Тиа и остальных. Они не могут поверить, что знают друг друга, предполагая, что все они были частью вечеринки Сетсу. Элька расспрашивает Меллер о том, что она сделала с Элизой. Меллер признается, что превратила ее в куклу из-за своей силы. Она раскрывает свой план превратить всех в своих марионеток и создать кукольную партию, чтобы они могли быть вместе вечно. Это злит Эльку, которая пытается напасть на Меллера, но ее останавливает ложь. Элька пытается выдавить из себя ложь, но безуспешно. Меллер разбрызгивает вокруг себя свою кровь, сбивая с толку Глайна и остальных.
Тия распознает в ней концентрированную магическую силу, подозревая, что Меллор – повелитель монстров. Меллор представляет себя, и ее кровь превращается в монстров, которые нападают на Глайна и его группу. Они быстро побеждают двух монстров, но Меллор приказывает оставшимся магическим солдатам и монстрам атаковать. Тия использует свою магию, чтобы справиться с магическими солдатами, и побеждает одного из монстров Меллора. Ю-ю-ю. Он также уничтожает одного из монстров Меллора и благодарит ее друзей за то, что они ждали ее. Тия расспрашивает Меллора о ее следующем шаге теперь, когда ее монстры ушли. Меллор жалуется, что они слишком сильны без каких-либо улучшений, и посылает ложь, чтобы убить их. Глайн уничтожает ложь, а Элька нападает на Меллер, пронзая ее магический орган. Меллер находится на грани смерти, и Элька считает, что это расплата за то, что она играет жизнями людей. Ния, однако, отказывается умирать, стоя на ногах. Элька и Тия сбиты с толку, потому что Элька проткнула свой волшебный орган. Меллер рассказывает, что ее тело было модифицировано с помощью удлиненного сердца и волшебного органа, созданного в качестве оружия в результате бесчисленных экспериментов. Она клянется отомстить миру, уничтожив его. Меллер заявляет, что Тома избавил ее от ужасной участи, и она будет бороться за него. Она использует заклинание под названием «Разрыв границ», чтобы преодолеть свои пределы и вызвать Химеру. Меллер сливается с Химерой, используя ее жизненную силу для усиления своей магической мощи. Меллер пытается атаковать всех своей Химерой, но они уклоняются от ее ударов. Затем Химера готовит атаку дыханием, а Тия и Юхэ прикрывают всех барьером. Однако их магия на исходе, и Химера готовится к новой атаке дыханием. Элис неожиданно убивает Меллера сзади, напоминая о счастливых временах, которые они провели вместе. Она вспоминает их совместную жизнь и на короткое время становится старшей сестрой Армель. Армель тоже проливает слезы, вспоминая радостные моменты, проведенные с Элиасом. Тогда и Элиас, и Кимё превращаются в камень. Элька ухаживает за ранами Элии, выражая облегчение от того, что с ней все в порядке. Тия отмечает удивительную силу Меллера и предлагает им сделать перерыв после такого тяжелого боя. Из реки появляется призрачная рука, сообщающая о прибытии к Дрю. Он удивлен, что они победили Меллора, и группа признает его силу, но знает, что сейчас они не готовы к еще одной битве. Он решает сразиться с Гдрю, несмотря на все шансы. Тия и Глин согласны с ним, понимая его решимость. Элька поощряет Ююхи делать все, что в ее силах. Тия и Глин согласны с ним, решив оказать поддержку. Элька поощряет Ююхи выкладываться по полной. Юхи и Кайдзю готовятся к встрече лицом к лицу, когда сверху прибудет Сетсу. Ююхи рада его видеть, и Сетсу благодарит ее за старания, прося предоставить остальное ему. Кайдзю сразу распознает в Сетсу героя и сбрасывает плащ, открывая его мощную ауру. Именно он напал на дворец бедствия, и Сетсу бросается на него. Тем временем Кира уничтожает нескольких солдат, но Шира и Минка вступают в бой. Шира верит, что Кира неплохой человек, и называет ее старшей сестрой, но Кира нападает на них с брошенным оружием. Шира и Минка легко уворачиваются от оружия. Кира бросается на них, размахивая своим оружием, но они умело уклоняются от ее ударов. Сиро контратакует, но промахивается. Кира насмехается над ними, называя их бесполезными кошками, и ранит лицо Сиро. Затем Кира нападает на Минка. Сиро наносит Кире летящий удар ногой, а Минка в ответ швыряет ее на землю. Хиро выглядит побежденным, и сестры теряют бдительность. Однако из земли внезапно появляются черные щупальца, удерживающие Минка. Хиро встает на ноги, теперь у нее есть дополнительные руки. Она отталкивает Широ и расширяет свои возможности, укрепляя свои дополнительные конечности. Хиро бросает одну из своих рук в Широ, которая уклоняется, но рука уходит под землю и снова появляется перед ней, нанося удар. Широ отлетает в сторону, когда Кира издевается над сестринством, как над проклятием. Несмотря на это, Широ все еще ласково называет Кира своей старшей сестрой, настаивая на том, что это не проклятие. Кира протягивает руки вслед Широ, которая уклоняется от их атак, бегая и прыгая. Затем Широ прыгает к Майнка, и они объединяют свои силы, ломая щупальца, когда они сливаются воедино. Они называют это своей тайной силой, в то время как Кира считает их бесполезными. Однако Широ уверенно проносится мимо Кира, заявляя, что у нее нет ни единого шанса. Кира призывает дополнительные руки для атаки, но сестры кружатся волчком, блокируя и уничтожая большинство рукавов. Кира падает на землю, но отказывается сдаваться, вспоминая своих умерших братьев и сестер, когда она бросается на них. Однако сестры побеждают Кира одним ударом, и пока она неподвижно лежит на земле, они возвращаются к своим первоначальным формам. Тем временем мужчина стоит в одиночестве перед группой солдат-демонов. Они замахиваются на него мечами, но это совсем не причиняет ему вреда. Он отталкивает солдат и снимает свой плащ, открывая свое истинное лицо Бельдоса. Он бросает вызов солдатам напасть на него. Раа присоединяется к драке, бросаясь на него с кулаками, но она удивлена, что у него такое суровое лицо. Она велит солдатам отойти назад, сказав, что сама с ним разберется.
Затем Бельдос показывает, что его тело сделано из железа. Бельдос упоминает о гордости Раа, что задевает ее за живое. Она бросается вперед, целясь в него ногой. Однако Бельдос остается невозмутимой, и Раа при этом травмирует ногу. Она клянется раздавить его за то, что он играет с гордостью человека-зверя и выпускает мощную ауру, заявляя, что будет бить его до тех пор, пока он не сломается. Бельдос разжимает ладонь, выпуская темные частицы и объясняя свою способность свободно управлять своим телом. Железные шарики окружают Раа, нанося ей множественные удары. Раа падает, заставляя Бельдоза думать, что она побеждена, и он начинает уходить. Однако Раа встает, удивляя Бельдоза. Она бежит к нему, и он запускает железными шариками, попадая ей в глаз. Раа терпит боль, нанося сильный удар по лицу. Бельдос вспоминает способность рода короля зверей сжигать свою жизненную силу в качестве последнего средства для победы над врагами. Он закаляет свое тело, решив сокрушить ее гордость. Раа продолжает наносить ему удары кулаками, в результате чего его броня трескается. В ответ он пронзает Раа железными шипами, но она борется несмотря на боль, разрушая шипы и вонзая кулак в его торс. Раа утверждает, что гордость зверолюдей нерушима, но она падает в изнеможении. Бельдос называет ее дурой, но решает оставить ее глупую гордость в покое. Он исцеляет ее, и Раа приходит в сознание, когда падает на землю. Раа удивлен, что кто-то вроде него работает на Тома, и он говорит, что делает это только потому, что находит Тома милым. Тем временем Сетсу вступает в бой со своим противником, который использует способности тени, чтобы обездвижить его. Мужчина собирается прикончить Сетсу, но Сетсу блокирует атаку. Он отталкивает своего противника, заявляя о своем превосходстве, но мужчина смеется и клянется поставить на кон свою жизнь в битве. Мужчина выходит за пределы своих возможностей, прикрываясь теневой броней, и бой продолжается. Сетсу прыгает на него, ударяя по плечам, но это не имеет никакого эффекта, так как теневая броня поглощает всю энергию. Мужчина отбивает Сетсу, но тот встает на ноги, излучая свою энергию и используя навык владения мечом, чтобы уничтожить снаряжение противника. Этот человек отказывается сдаваться, бросаясь в атаку со сломанным мечом, в то время как Сетсу называет его идиотом и наносит последний удар. Тома понимает, что все его товарищи потерпели поражение, но по-прежнему полон решимости довести историю до конца в этом мире. Левиафан спешит проведать бедствие, которое замечает, что все товарищи Томы потерпели поражение, что дает им преимущество в битве. Однако внезапно появляется Тома и заявляет, что независимо от того, что они будут делать, все закончится одинаково. Происходит борьба, и обе девочки терпят поражение. Сетсу бросается на поиски своих друзей, и Тома начинает ревновать, что Сетсу пришел за ними. Сетсу считает, что разговаривать с Томой бессмысленно, но Тома утверждает, что когда он покончит с миром, они останутся единственными, и у них будет достаточно времени, чтобы поговорить. Сетсу бросается на него, и они сталкиваются клинками. Тома отбрасывается назад, но трансформирует свой меч и швыряет его в Сетсу. Сетсу отбивает его, и он разрушает крышу, даже небо трескается. Левиафан не может поверить в свою силу, но Сетсу спрашивает Тому, закончил ли он разминаться. Тома атакует своей аурой, а Сетсу защищается. Тома заходит ему за спину и наносит удар мечом. Тома задается вопросом, не потерял ли он хватку, но Сетсу говорит ему, чтобы он не зазнавался. Сетсу удается обезоружить его, но он роняет свой меч, удивляя Тому. Вместо этого он начинает избивать Тому кулаками. Тома отталкивает его, говоря, что он потерял бдительность, но решает, что им следует действовать активнее. Он превращает свой меч в пушку и стреляет из нее, создавая дыру в горе. Сетсу потрясен ее мощью и понимает, что ему нужно остановить Тому, прежде чем он выстрелит снова. Он бросается на Тому, наносит удар ногой, и они начинают драться в небе. Тома не может нанести удар, поэтому он превращает свою пушку в стреляющую пушку и открывает огонь по Сетсу. Сетсу вызывает обжорство, которое поглощает атаку. Сетсу получает силу от поглощения атаки и высвобождает энергию обратно в Тому. Прибывают другие друзья Сетсу, и он рад, что они в безопасности. Однако Тома думает о том, что Сетсу всегда был с другими людьми, оставляя его одного. Он высвобождает огромное количество энергии, и Сетсу замечает в этом что-то странное. Тома решает сделать все возможное, пожертвовав всей своей жизненной силой, чтобы преодолеть свои ограничения, трансформируя свое оружие в другую форму. Он начинает взрывать все вокруг своим оружием, а Сетсу остается только уворачиваться. Затем Тома направляет свои атаки на друзей Сетсу, стреляя в них из пушек. Сетсу пытается отразить атаку мечом, но этого недостаточно, и часть энергии попадает в цель. К счастью, его друзьям удается выжить, объединившись в щит. Сетсу отбивается, атакуя Тома быстрыми ударами, в конечном итоге уничтожая оружие Тома. Он бросается на Тома, чтобы нанести завершающий удар, но Тома отказывается сдаваться. Тома встает на ноги, превращает свое оружие в гигантскую пушку и стреляет из нее в Сетсу. Сетсу пытается защититься, но этого недостаточно, и его уносит ветром, он врезается в землю. Тома верит, что наконец-то победил Сетсу, и начинает безумно смеяться. Однако у Сетсу припасен
он последний трюк в рукаве. Он заманивает Тому в ловушку с помощью пространственной магии, в результате чего Тома не может контролировать свое оружие. Сетсу активирует свой последний навык, поднимая землю вокруг Томы. Тома впадает в панику, вспоминая, как Сетсу обещал защитить его. Он выражает желание остаться рядом с Сетсу, но в итоге оказывается запечатанным во тьме. Однако мы видим, что его ожерелье порвано, и он приходит в сознание. Удивляясь, почему он все еще жив, Тома подвергает сомнению его действия. Сетсу объясняет, что он пытался достучаться до него. Используя свой меч только для того, чтобы снять проклятие, которое контролировало его, он сделал это, потому что помнил о своем обещании защитить Тому. Тома размышляет о непростительных вещах, которые он совершил, но Сетсу верит, что теперь у него есть шанс загладить свою вину. Тома оказывается в заперти, размышляя о своем наказании. Сетсу говорит ему, что он использует всю свою магическую силу, чтобы отправить их одноклассников обратно в их собственный мир. Тома считает, что это слишком мягко, но катастрофа добавляет, что как только Сетсу использует всю свою силу, он станет обычным человеком и больше не сможет причинять неприятностей. Сетсу предлагает Томе тоже отправиться в другой мир, чтобы начать все сначала. Тома творит свое заклинание, отправляя всех учеников обратно в их мир. Сетсу удивляется, почему Тома не пошел с ними. Но Тома говорит, что ему нужно исправить все плохое, что он здесь натворил. Они говорят, что это прощание, и Сетсу готовится к новому путешествию. Элька хочет присоединиться к нему, но Тия упоминает, что у них много дел после войны. Юухи, однако, решает остаться с Сетсу, куда бы он ни пошел. Они вместе отправляются исследовать мир, полные предвкушения того, что будет дальше.